Продолжая тему о том, в каких странах российские мужчины могут найти себе пару, нельзя не упомянуть балканские страны, прежде всего Сербию. И не только в связи с темой дефицита фертильных, а самое главное пригодных для брака женщин в России, но и из-за мифа о том, что женщины везде одинаковые, и там точно такие же Наташки, только зовут их Драганы. Сразу хочу сказать, что я лично имею возможность взаимодействовать и наблюдать за женщинами с Балкан, поэтому рассказ будет на личном опыте тоже. Но так как нельзя объять весь мир, я прошу зрителей и подписчиков рассказать о своем опыте отношений с иностранками, написав мне на почту, которая будет в описании ролика. Можно вкратце, а я уже рассказ переработаю в видео. Коллективный опыт всегда полезен и может помочь многим из нас не идти трудными дорогами, ведущими в тупик. Итак, балканские страны – это бывшая Югославия, распавшаяся в начале 90-х на несколько стран – Сербию, Хорватию, Словению, Боснию и Герцеговину, Черногорию, а также Северную Македонию и Косово. Причем распад шел по историческим и этническим границам и не завершился до конца. Народы Балкан имеют тенденцию обособляться и отделяться друг от друга и далее. Народы этих стран, как правило, относятся к славянской языковой группе, ее южнославянской ветви, довольно похожи и узнаваемы внешне, но резко отличаются религиозно. Присутствуют католики, православные, мусульмане, протестанты и более-менее атеистически настроенные группы, включая и крайне многочисленных там цыган. Религиозная рознь положила начало вражде, очень ожесточенным войнам, валу взаимных обид друг на друга и споров из земель отцов. При этом языки взаимопонимаемы, и для русских народы Балкан мало отличимы друг от друга. Но между собой для местных они отличаются резко и поэтому имеют собственные особенности менталитета. Сначала о сходствах. Женщины этих стран отличаются яркой и эффектной внешностью, особенно в молодости. Многие лично мне знакомые российские мужчины говорили, что не видели никогда такого обилия красивых женщин, особенно те, кто предпочитает брюнеток. И российские женщины, живущие там, как-то не особенно стараются говорить на тему внешности женщин, осознают их превосходство, но не забывают раздувать их недостатки, чтобы как-то выделиться положительно на их фоне. Женщины Балкан, как правило, высокие, со средним ростом около 170 сантиметров, у них от природы длинные стройные ноги, густые волосы и женственные фигуры. Да, не у 100%, конечно, но значительно чаще, чем у женщин из стран СНГ. И зная неприязнь СНГшных, например, сербские девушки между собой посмеиваются над ними, считая их невзрачными, холодными и физически неразвитыми. К тому же мода на оверсайз и серые и черные вещи сделала свое дело. Мода на Балканах не менялась с начала нулевых. Женщины предпочитают тяжелый люкс и гламур. И когда та же Драгана на каблуках, в лосинах, в полном макияже, видит 20-летнюю Алину из России в балахоне, огромных очках с лишним весом и зелеными волосами, она действительно не понимает, какого пола это существо и как с ними такими российские мужчины размножаются. А почему же они анти-Наташи? Психологический момент, который одновременно им в плюс и уважение, но для мужчин это скорее проблема. В силу менталитета женщины балканских стран ориентированы на своих мужчин, по крайней мере в рамках региона. У них не популярны турки, так как исторические отношения народов очень плохие. Американцы или испанцы, от которых сходят с ума провинциальные дамы из СНГ. Межнациональные браки редки и вызывают недоумение, а часто и осуждение. Да, безусловно, есть некоторый процент женщин и там, которые стремятся выйти замуж за иностранца, но только из страны существенно богаче. Австрия, Германия, Швейцария, не являющиеся историческим угнетателем или врагом, как Турция либо Греция. И не для просто выйти замуж и уехать любым путем, а построить там семью с ним, без брачного аферизма. А теперь сравните с Наташками, Оксанками или Олеськами. У них есть тормоза к странным соперникам? Скорее наоборот. К странам, где славян презирают или недолюбливают. Также скорее наоборот. Хотят ли они строить семьи там или просто уехать, а дальше по ситуации? Гигантский процент разводов с иностранцами говорит сам за себя. Для девушек с Балкан это не способ обобрать мужчину и, получив паспорт, уйти в загул по мужикам. Да, они очень семейно ориентированы. Все Балканы живут кланами и семьями, поэтому так отчаянно разделяются и дробятся. Многодетная, многопоколенческая семья – основа их общества, и она невозможна без женщины, которая любит детей, любит готовить и вообще заниматься бытом. Это их базовая настройка, которая есть даже у самых, казалось бы, безбашенных особ. И несмотря на большие города, феминизм в СМИ, девушка с Балкан умеет готовить, причем из заготовки на зиму, не считая это рабством. Берет на себя уход за домом и за мужем тоже.
Это обратная сторона того, что на Балкане жесткие роли у мужчины и женщины. Мужчины любят детей и ухаживать за ними. Вполне могут пропадать с друзьями в кафе, играть на ставках с семейным бюджетом и применять внушение к жене, если та возмущается. Женщина там на вторых ролях, по крайней мере публично. Реально же во многих семьях матриархат, и борьбу за власть никто не отменял. Поэтому девочек воспитывают там для семьи, как будущих жен и матерей. И редко можно встретить таких, кто из-за проблем в семье или убеждений полностью отвергает такие ценности. Плюс к этому и высокая религиозность. Среди них много рьяно верующих православных в Сербии или католичек в Хорватии. В любом случае это воспитывает в них качества, пригодные для семейной жизни. А вот дамы из СНГ с их особенностями поведения и ценностей кажутся слегка одичалыми. Клановость и семейность имеют еще один положительный момент. Это фактор сдерживания. За поведением и репутацией девушки принято следить. В больших городах это размывает, но все равно ежегодная смена партнеров десятки лет, мягко говоря, не приветствуется. Принято все же иметь отношения для брака и рождения детей. Семья строго фильтрует отношения девушки и не позволит уйти той во все тяжкие, вовремя настояв и выдав замуж. Поэтому женщин с Балкан сложно встретить в индустрии кино для взрослых, в публичных домах или смотренных эскортниц. Отдельные экземпляры, конечно же, есть, но это никак не сравнить с многотысячной армией дубайских риэлторш из стран СНГ и подобного круга профессий. Если Оксанка или Наташка еще гордиться будет этим и подбивать других, то условная хорватка должна стать изгоем в семье и на родине и уж точно избегать публичности, иначе общество заклюет ее родственников. Перейдем к минусам. Ну как же без них? Женщины Балкан очень темпераментны. Они бурно выражают эмоции, не терпят попрания прав и того же ждут от мужчины. Это типичные южане. Они ориентированы на своих мужчин, и к иностранцам довольно сложно им понравиться. Их внешний идеал тотально совпадает с идеальным парнем из Сербии или Словении. Это высокий брюнет с густой шевелюрой и бородой, громкий и шумный, грубоватый, имеющий простую земную профессию, но при деньгах. Понты на Балканах любят все, и дорогая машина должна прилагаться к парню все равно. И теперь сравните этот идеал с типичными СНГшными мигрантами на Балканах. Это айтишники. Тихие, немного странные, бледные, не такие фактурные. Да, у них больше денег, но куража и мужского в них меньше. Поэтому часто балканские девушки просто не замечают наших мужчин, хотя и задаются вопросом, откуда у них деньги. Но при этом пара есть, и не очень-то и редко. Должно совпасть несколько факторов. Парень более фактурный, чем в среднем выходец из СНГ. Он умеет говорить на местном языке и способен либо подчиниться напористой местной даме и далее не отсвечивать, либо подчинить ее и влюбить таким образом. И вот тут появляются плюсы мужчин из СНГ на фоне балканских. Среди них есть не хуже сербов и хорватов внешне, зато у них более доходная профессия, высший образовательный и культурный уровень. Они не ходят в спортивных костюмах везде и не спускают деньги на ставки за любимый партизан. Они не курят, намного меньше пьют и не особенно бегают за другими женщинами. Менталитет Балкан сельский, патерналистский. С одной стороны, это хорошо, так как он воспитывает людей простых, добрых и радушных, но с другой есть проблема. Довольно серьезная пропасть в этом плане. И мужчина из СНГ, из крупного города, будет существенно выше в интеллектуальном развитии и, главное, в плане амбиций и ценностей. Скучная, сытая и простая жизнь, которой будет довольна балканская женщина, для него будет довольно примитивной. Они часто курят, настолько много, что к 40 годам у них сильно садится голос и внешность. Таковы результаты моды 90-х, которые сейчас можно наблюдать по всей Восточной Европе. Они прямолинейны до грубости и вспыльчивы по характеру. С такой дамой мужчина либо превзойдет ее, либо станет подкаблучником, что чаще и получается в семьях даже с местными. Все это может создавать начальное негативное впечатление, особенно вместе с их любовью к гламурным нарядам, как о вульгарных, грубых женщинах. Однако это далеко не так при близком общении. Резюмируя, женщины на Балканах имеют южный менталитет, близкий к исламским воззрениям на семью, эффектную внешность в молодом возрасте, семейно ориентированный без потери вкуса к хорошей одежде и вниманию мужчин. Для отношений с мужчинами из СНГ подходят более чем, при некоторых усилиях и умении обращаться с ними. Пишите в комментариях, есть ли что-то добавить, и был ли у вас опыт с ними, да и вообще как оцениваете их, судя по описанию. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал.